Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале GvardUA, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». И сегодня у нас будет необычный ролик, потому что у меня в гостях топ не один. Привет, топ не один. Всем привет. Как у тебя дела? Рассказывай. Прекрасно. Ну и давай для зрителей сразу скажем, тут будет что-то интересное и необычное или как? Естественно, другое мы не записываем. Супер нестандартная сборка, да? Не прям чтоб супер, но довольно необычное. Но часто встречается вообще в играх или нет? Ой, вот именно конкретно такой я не видел. Не видел, да? Очень давно. Ну, отлично, это значит будет очень интересно. Поэтому, ребят, все присаживаемся поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего вам вечера. Вот, а мы сейчас будем комментировать эту игру, разбирать ее и, соответственно, пообщаемся. Скажем так, будет небольшое у нас интервью, как-то мне сказали, интервью у Дудя. Было неплохо. И сразу хочу вам напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях есть закрепленная ссылка на запись в моем телеграм-канале. Поэтому переходим на мой телеграм-канал, подписываемся обязательно, не забываем ставить лайк под этот ролик и, соответственно, подписываться на мой YouTube-канал. Все, погнали, от вас поддержка максимально должна быть. Так, первое, что хочу тебя спросить, на этот билд, я конкретно не знаю, что тут будет, конечно, происходить, но все же, на этот билд, как тебе это надоумило? Что надоумило, точнее? Абсолютно случайно это произошло. Планов никаких не было. Просто оно так получилось. Ну, Что ты... пришло, я захотел что-то попробовать. Ну, а не было там в голове такая мысль, типа, ну, блин, хочу сегодня сыграть на духах. Это будет, но не в этом ролике. А, вот как, понимаю. Ну, спойлер на следующий твой ролик, хорошо. Старт, я смотрю, у тебя вообще прекрасный. Шикарный. Давно таких хороших не было. Ну, Очень это, редко. конечно, не гоблин-убийца в 2 звезды с Тинкером в 2 звезды, но тоже приятно. Это да. А вот И скажи, так хорошо. ты вот смотришь по текущим легендарным фигурам, есть у тебя какая-то вот, ну, ты, естественно, знаешь, что здесь будет в этом ролике, но я не знаю, поэтому давай. Вот ты смотришь на легендарные фигуры, какой билд ты в первую себе минуту задумал? Много всяких разных интересных. И уже просто хочу по-быстренькому выйти в какой-нибудь 8-9 уровень. И вот что из легендарок первое придет, на том и буду играть. Хорошее такое мышление. Но отчасти она иногда и верная, Ну да. потому что... Верно, потому что особенно когда слишком много разного всякого хорошего именно. А то тебе приходят в легендарок какой-нибудь хан, этот зверь, спектра и еще каких-то 2 мусора. Ну Которые да. никуда не лезут обычно. И такой думаешь, ну и как бы, и что с этим, что мне с этим делать? Берешь кериш хана и все. Будет сильно. Очень Так. сильно. Давай поговорим с тобой об этом патче баланса. Я хочу услышать твое мнение, мое мнение все, в принципе, слышали и в записи слышали. Один из лучших патчей за последнее время. За последнее Я бы даже время. сказал лучший, наверное. Я тоже считаю, что это лучший патч. Что тебе вот конкретно понравилось в этом патче? Переработка этих предметов с отхилом. Не прям чтобы сильно понравилось, но это прям интересное решение. А так, ну, естественно, нерф антимага Манки Кинга, это вот прям очень надо было, просилось. И так, что еще из интересного понравилось? Да вроде особо и больше и ничего. Окей. Переработка предметов, все, да. Против инсектоидов попадался? Было дело. И что скажешь? Порезали хорошо. Мне понравилось. Я вот просто в Но последнее и время... все еще может быть крутая подкрутка, и будет печально против них играть. Но не так часто теперь это происходит. Ну, это я просто сколько игр играл, то я не наблюдал инсектоидов, как вот в предыдущем патче. Как по мне, сильно их нерфанули. Да, вполне. Их теперь сильно меньше стало, но иногда приходят. МПСка в 2 звезды, цветы в 3 звезды, и просто вот обычных инсеков, даже без всяких там этих думов, ченов и так далее. И прилетает тебе по минус 50. Ну, там сама МПреска решает вопрос, судя по всему. МПСка, и когда спавнится куча змеек в 3 звезды. Это прям О. такой ужас начинается. В самом деле, вот когда ты играешь на магах, и тебе появляется эта вот змейка, она так тильтит, потому что у этой змейки 80%, 80%, да.
магического сопротивления. Там, кстати, я Это забыл очень отметить, сильно. пару раундов назад тебе тоже там скилловый парень пришел, у которого Лина в 2 звезды, которая сломала Да, тебе было лицо. дело. Было дело. Ну, я Ну, сразу это хочу... уже привычное дело. Привычное дело, Да. лицо рихтуют. Один в любой катке один такой нужен скилловичок. С кучей Один? двоек со старта. Можно больше, но один точно будет в каждой. Тебя не было на вчерашнем стриме. Ты бы посмотрел, какие Не было. там у нас скилловые подписчики были. В подписчиках я не сомневаюсь. Они молодцы. Да, особенно мне нравится, как вот ты играешь... Вот мне, знаешь, спрашивали на стриме, типа, почему я соло-ранг не катаю. Соло-ранг, там в 90% случаев играют на мете и не настолько вот реально скилловые Это ребята, потому интересно. что, ну, тут, когда ты вот играешь со своими подписчиками, подписчики как бы тебя слушают, анализируют, они понимают, как тебе законтрить и тому подобное. Вот. И мне с подписчиками поэтому намного больше нравится играть. Вот что ты скажешь на этот счет? Интереснее, да, потому что как бы сколько, ну, процентов 80 точно, а то если не больше людей, они ж просто играют, и игра особо даже не разбираются, что, как, куда конкретно. Просто сидят, играют, что-то тыкают. Допустим, кому-то зашло играть на 9 войнах, он чисто на них катает. Кому-то зашло на инсеках играть, он чисто на инсеках играет. А что там в игре происходит? Всякие патчи баланса, там эти крутые другие какие-то сборки, типа каких-нибудь условно тех же там троллей через ведьмаков, к примеру. Им это не особо интересно, и как бы да. Поэтому, Ну вот в подписчики, общем, они просто намного больше шарят. И с ними намного более ну, интересно играть больше, из-за... да, больше разнообразия какого-то, что ли. Особенно скилловичков по типу Марка. Без Не таких могу его не никуда. упомянуть. Марк это легенда. Ох, Парню эти слишком подкрутки везет как-то. донатерам. Так, скажи, вернемся сейчас к игре. Хочу спросить тебя. Я так понимаю, это не целенаправленная твоя сборка была, и Да. вот эта вот игра, это первая твоя игра на, вот на тот день, или не первая, или ты уже не помнишь? В тот день это была вторая, если не ошибаюсь. Или вторая, или третья. Вторая, да? Вторая или третья? Ну вот скажи мне. Не, ну это, наверное, глупый вопрос позвучит, потому что это не целенаправленная сборка у тебя была. Если бы это была целенаправленная сборка, то я бы спросил, с какого раза ты ее записал. Ну а так, Ну, нет. думаю, это было бы очень не быстро, если бы я специально это собирал. Да? Я Да. вот духов плюс чернокнижников пытаюсь собрать, который уже день, который уже время. Ох, сколько? Если не соврать, то где-то 10-12 попыток я сделал, и по итогу, блин, комом. Не знаю, какая-то странная сборка. Если тебе идет все, то в принципе нормально. Вот Я это без... очень сильно, да. Да, и если Но есть дух если пятерка. тебе не сыпят, то и без духа пятерки, в принципе, тоже можно играть. Можно, но с духом пятерка еще сильнее Да, получается. намного сильнее и проще. Так, а вот Ну и без него, в принципе, тоже можно играть. давай вернемся еще к игре. Что вот по реликвиям ты здесь хочешь себе вот в этой игре? Вот в идеале на 10-м Мгм. раунде что ты хочешь? А вспомнить бы еще, что там было. А ты не показывал, Сейчас я думаю, походу. я показывал, но я не запоминал сейчас. Понимаю. Я тоже А обычно, так когда... Говори, говори. лучше лишний раз потом посмотреть еще раз открыть, чем что-то запоминать заранее. Ну да, есть такое. Я вот, допустим, когда смотрю рубрику, то я постоянно, знаешь, вначале все скипаю, потому что начинаю говорить стандартные фразы типа Да. приветствие и тому подобное, и я такой из головы вылетел, а потом в середине игры. Так, подожди, а что там по реликвиям-то было? Какие реликвии Вот хорошие? это да. Кстати, для подписчиков хочу сказать. Ну, сейчас давай ты сначала реликвию выберешь. Почему-то реликвию сразу не посмотрел, значит, там не супер важная реликвия. Хорошие 3 Наверное. реликвии, ну, кроме второй. Интересно, да. На второй тебе просто могут 5-ю точку разорвать так. Вполне могут. Ну, сейчас О, какую-нибудь косу или мастерскую. взял Но шлем решил не Ареса. рубить, ладно. В принципе, тоже хорошая вещь. На самом деле тут все реликвии более-менее хорошие, даже рейд ночных Да. зверей, но не на текущей стадии игры.
Вот если бы у тебя были эльфы, тогда можно было бы и ритмичных зверей взять, потому что кучу бабла бы Да, получил. хорошо, да. 8 монет, 4 лишние монетки плюс 2 серых предмета Да, это вкусно. дополнительно. Так, что-то хотел спросить, из головы вылетел, блин. Прикинь, Да, это бывает такое вот часто. сказал, что после реликвии спрошу, и из головы вылетело. Всё. Ёлки-палки. Всё. Блин, не могу вспомнить. Ладно, по ходу игры вспомню, соответственно. Я тут смотрю, у тебя какие-то странные билды у ребят собираются. Вообще непонятные. Да, интересное. О, кстати, по поводу Святого Граля. Что ты скажешь насчет него? Вот как его переделали в первый тир? Ты доволен или такое? Ну, не прям, чтоб он хорош. Ну, остался примерно на том же уровне, на котором был. Из-за того, что он теперь первого тира. Кстати, вспомнил вопрос. Да, я согласен, что Святой Грааль теперь более актуален, особенно если у тебя гоблины мехи со старта падают. Это прям очень приятная А реликвия. если он тебе пришел сразу, то это хорошо, да. Да, Полезная вещь. это приятно, очень приятно. Я вспомнил, что хотел у тебя спросить. Почему ты не сразу чекаешь реликвии? Есть же иногда реликвии, которые, ну, вот прям критично надо смотреть в первую очередь. Иногда бывает лень, иногда забывают. Там такое что-то. Что-то с В чем-то и принципе, что-то непонятно. да, ну и даже если один раунд эту какую-нибудь реликвию на раунд позже заюзаю, не сильно страшно. Ну, с кабанчиками, наверное, было бы обидно. С кабанчиками, да, но там, да, даже если ты сразу ее чекаешь, и это же не факт, что ты успеешь. Ну, да, есть такое. Я там смотрю, у тебя Или, собирает или может, проказник о, богов. Получается, 6 богов да, будет. что-то, скорее всего, такое, да, будет похожее. Но я смотрю, у тебя вообще идеальный Или старт. каких-нибудь... Прекрасно, да, мне нравится. Всегда так. Да, всегда бы так. Одна из 10 игр такая. Да если одна из 10. Если, тем более. Если бы. Не, если б, может, почаще охотников каких-нибудь на старте собирал, было бы и раз в 10, и, может, даже раз в 5 игр. Но Кстати, без охотников это тяжковато в начале, так. кстати, по поводу охотников. Ну-ка, скажи свое мнение. Нерфанули их. Что скажешь? Сильно, ощутимо или неощутимо вообще? Достаточно ощутимо, но не критично. То есть на них еще То есть можно... они все так же сильны, да. Ничего себе, тебе такой заход упал. Да. Тут ты в А обычной друида игре его... второго не будет. Я же говорю, тут ты в обычной игре не можешь его собрать. А тут он тебе на сразу, 4 штуки. Осталось только 4 друидов найти. Осталось, конечно, да. Решил Или можно оставить... оставить... Или раз есть две цветы, можно двух в 2 звезды оставить. Ну да, тоже Это, я сильно. думаю, даже и профитнее будет, Ну вот чем когда один в тебе 3. придет один друид, я думаю, ты так и сделаешь, уберешь орков, потому что на этой стадии Да. игры уже 150 хп особо не влияет. Еще и они еще и однозвездочные, тем более. О, лондруид сюда. Да. Ну все, давай, пора убирать. Ничего не покупаешь, не хочешь. Или потом купишь. Куплю. Наверное. А может и нет. Куплю, наверное. Ребят, запомните эту уверенность. Всегда на первом свидании так же самое будьте уверены. Будешь говорить, куплю. Наверное. Купил. А может и не куплю. А может и не куплю. Так, решил друидов продать, окей. А почему так? Не захотел Трента в 3 звезды? Я думаю, все-таки три в 2 звезды будут получше. Ну да, много отхила. Просто это Не, кусок мяса. да, Причем да, довольно-таки добротный. много мяса хороших. Сейчас Легендарки, просто, видишь? Говори. просто буду сидеть, кайфовать с хорошим сильным столом, апать уровень. Ну да. Ну вот, Вот надеюсь, кстати, что что-нибудь придет. задают часто вопрос вот по поводу, как стартовать. Вот давай раскроем эту тайну нашим подписчикам. Как лучше всего стартовать? Что собирать или тому подобное? Вот что ты скажешь на этот счет? То, что идет хорошо по звездам, в идеале.
А так какие-нибудь те же там охотники, гоблины, мехи, какие-нибудь 4 орка, если пришли. Что-то из этого. И Мгм. собирать звезды, но желательно до 50 монет не ролится. То есть сильно по экономике бьет в начале. Ну и, соответственно, часто просматривать вражеские шахматные доски, потому что у некоторых могут быть, ну, слишком сильные столы, и их надо будет уже заранее подготавливаться законтрить. Ну, то есть Да, вы не да. упарываетесь до конца на одном билде. Вам надо постоянно иметь в голове какое-то разнообразие. Не, ну, конечно, если вам упал, допустим, антимаг 2 звезды, у вас есть 6 охотников, и вам с первого предмета падает мантия короля, то тут уже как бы сильно. Это слишком сильно будет. Но все же, это можно законтрить. Да. Можно, но сложно. Можно, но можно. Да. Так вот, подведем итог. То, что когда вам идет хороший стол, вы просто его собираете в 2 звезд. Даже если какая-то определенная синергия вам не собирается, вот, допустим, у меня сейчас гоблины мехи, но в конечном итоге он может их распродать всех. То есть он, допустим, там ему падает легендарная фигура Берсерк, в 2 звезды он сразу начнет переделывать свой стол. Вряд ли Можно он... перестройка троллей. Да, вот. Опа, Где винстрик. стрика? Сюда, вкусно. А вот, кстати, по поводу ДК, вот как раз он сейчас пришел, что ты насчет него скажешь? Хорошая фигура, мне нравится. Мне Сильно лучше стало, когда у него сплэш чистым сделали. Да, мне тоже очень Приятно. нравится, как он теперь выглядит. На самом деле напрашивался баф немного его. Да, то он слабеньким был. Не, он был все еще хорошим, но как-то недостаточно. Ну, вот когда тебе, допустим, воины какие-то попадались, а ты уже драконом сам себя А, убиваешь. А тут можно не убивать себя, можно разваливать всех. можно, Это... да, если они все кучно стоят, вообще прекрасно. О, тут тоже что-то непонятное собирается у противника. Всех кучно ставят. Ребят, запомните вот эту вот расстановку. Всегда Лучшая ее расстановка, делайте. да. Всегда, запомните, всегда. В каждой игре делайте такую расстановку, и спина никогда в жизни у вас Особенно, болеть не будет. особенно хорошо, когда против вас с такой вашей расстановкой будет какой-нибудь Манки Кинг, антимаг, Разор какой-нибудь, Котл, и вот что-то такое, как Кунка. Вообще, вот против Кунки это идеально, ставить всех в одну кучу. Просто лучше не придумать. Согласен, лучше не придумать. Так, шлем РС не активируешь. Давай вот свою рекомендацию. На каком уровне лучше всего активировать шлем РС? На 9 или на 10? Или вообще на Или 7? на 9 или на 10. На 7 сомнительно, на 8 в принципе можно, но если есть возможность подождать до 9, лучше на 9. Ну, я так понимаю, у тебя здесь возможность даже и до 10 подождать есть. Но будешь ли ты ждать или не будешь? Хороший вопрос. Наверное, вот подойду ближе, когда апну 9 и буду смотреть по ситуации. Если будет все так же хорошо, то можно ждать до 10. Если начнут бить, то и на 9 можно активировать. Кстати, хочу подметить, что в этой игре я удивлен, тут нету антимагов. Ни тебе не пришел, ни у твоих противников. И это вообще... Что это? Как ты это подкрутил себе? Объясни, как? Как ты это сделал? Если кто это на 8 хпшках собирается. А, ну удачи ему на 7 уровне. Молодой к А, успеху шел. Ну посмотри, где антимаг? Где? У меня на такой стадии игры уже он в 3 звезды чуть ли не собирается. Ну вот подкрутили немножко. Там вот неприятный бог-воин собирается. Ну да, там если проказник поставит себе 6 богов, то тоже будет неприятно. Если он еще... Ну, там если кунка в 2 звезды соберется, то будет неприятно. А вот, кстати, по поводу 6 богов, что ты скажешь? Сильно. Сильно. Если пришло какие-нибудь кунки, шаманы лавы, эти дизрапторы, то это очень сильно. Ну, Сложно контрить достаточно. с дизраптором это вообще отдельная история, потому что если у тебя 3 идеальных Да. предмета, и он в 2 звезды, там... Я Лично не помню, сколько... Я считал, заваливается, да. по-моему. Еще один винстрик, слышь? Успокойся, пожалуйста. Успокойся. Выпей таблетки, дед. Не, ну это слишком жесткий у тебя старт. Такой старт редкий. Просто с первых раундов так люто. Ну, единственное, на первых раундах тебе там Лина пришла, немножко зубки почистила тебе. Ну и Две все, хпшки. Сади. Но эта игра, И прям, я дальше так смотрю, хорошо. легкая будет. Смотрю, ты драконов покупаешь. Какая задумка на драконов? И вот как раз хотел попробовать этот ДК, потому что еще не пробовал. Если придет. Или в каких-нибудь магов-драконов перестроиться, раз Джакира пришел.
Вот, кстати, хотел тебя спросить, тоже вспомнил. Вот этот первый вопрос, который я хотел задать тебе на 10-м раунде, я его задал, это по поводу реликвии, я его вспомнил. И второй вот вопрос, что ты думаешь по поводу теперь вот в этом патче насчет магов, нежити? Как тебе эти синергии, работают ли они, живы ли они вообще? Нежить все еще очень сомнительно, а вот магам, думаю, станет попроще. Потому что теперь всякие разные эти джаггеров меньше стало, инсеков меньше стало, магам должно быть чуть проще жить. Чуть проще, но Все не еще очень. тяжко, но да. Но если у тебя там приходит какой-нибудь Зевс 2 звезды с Аганимом, то это будет развал. Ну и посох 3-го тира еще докинуть, это чтоб, Ну ну, да, это да, само собой. последний гвоздь в крышку гроба. Ну, кстати, Да. ребят, Сколько мне? обращаюсь к зрителям по поводу магов. Если вы играете на магах, запомните, посох 3-го тира — это ваш урон. Без него вы будете, ну, Не надо, не пали, контору будет играть тяжелее. И тебе ж тоже. будет легче вам играть. Поняли? Мне тяжелее. Это я морских в 90% соберу и буду сидеть в них. Не, на самом деле, вот мне нравится Зевс тем, что это единственный маг, который, вот даже если у тебя будет 6 морских, шар бездны, 1000 плащей на груди, то Зевса не остановить. Эта тварь пробивает все. Да, потому что там сильно переключенные скейлы. Да, особенно 3-го уровня у него скилл, это просто, ну, там все пробивает. Я помню, как-то был против меня чел, у него был шар бездны, 6 морских, у него был хускар, и у него еще был плащ пальто 2-го тира. Единственное, что меня остановило в тот момент, это щит 5-го тира, потому что он меня возвраткой убил. Так, вижу 2 Джакира, поменял, хорошо. Они поинтереснее будут все-таки. Что скажешь по поводу Джакира? Хороший персонаж. Смотрю, ты в чат пишешь. Ставить себе в Да. кучу. Отличное решение, согласен. Сейчас его Вот. 3 Джакира приколят. Да, вот сейчас как прилетит ему. Вкусно. Так, ну смотри, ты до 10-го терпишь, взял еще рейд ночных зверей, но ты до стадии 35-го раунда Там, можешь и не дожить. Ты хочешь раньше заюзать рейд ночных зверей? Не, рейд до 35-го, я думаю, доживут. ХПшек достаточно много. Ну, вижу, у И противника теперь есть импреска, но как-то слабо все. Преска под охотниками сомнительно. Еще без мантии. А вот, Ну, кстати, Джокера ты... наваливают, молодцы. Я вот, кстати, не проверял, а ты проверял. Если закинуть мантию в импреску, все 3 будут импрески с синергией охотников или нет? Вот это я не проверял, так что тут не подскажу. Берсерк выпал. О как. О Да. как. Хорошая эта фигура. На самом деле, вот смотришь на твой стол, ну, блин, какой он сейчас, ну, сильный, но одновременно слабый. Один нормальный билд, он развалит этот стол просто в пух и прах. Это да. Но пока еще ничего такого сильного не собралось. Кстати, тоже хочу подметить, тебе ни разу антимаг не пришел. Ни разу. Не, один по-моему, раз я где-то его видел, приходил. Я что-то Или как... нет. Да, по-моему, нет. Я его не обратил даже... Да не, подожди, по-моему, нет. Но у противника Ну, уже нет, 2 нет, антимага не есть. важно. 2 не критично пока что, пока он 2 звезды не собрался. Ну да, но уже нормально так он зарядил в одну звезду Да, 2200. вот сейчас, по-моему, это и минус винстрик будет. Хотя... Не будет. Все хорошо. Пока не будет, там не такой уж и сильный кунка. Там, если кунка хорошие А там предметы 2 бура найдет, просто. Почему-то. Зачем-то. ему надо поставить 6 Антимага богов, поставить. и будет Он весело. поставил, решил антимага вместо 4 богов. Странное решение. Сомнительно, но ладно. У тебя вообще какое-то слабое лобби получилось. Ну, это На либо удивление, пока, либо не знаю. да. Там явно что-то такое еще вылезет сильное. Слишком простых игр не бывает. Ну да, да. Там А кто-то вот, сейчас покажет скилл, найдет что-нибудь прикольное и все. ну вон, SF 3 звезды сейчас покажет тебе В движ. самом углу стоит. Вот вообще идеально поставил его. Ай, молодец. Вот, ребят, вот вам еще один явный пример. Он поставил всех в угол, и там просто Джакира запульнул и всю толпу схавал.
Да пусть ставят ребятки, нам-то что? Будет вообще прекрасно играть. Да, будет намного легче. Блин, я вот смотрю, вообще непонятно, что ты собираешь, что ты хочешь собрать. А Тот план-то уже вроде как был построен на этом моменте. был? Ну-ка, раскрой нам немножко завесу тайны. Вот сейчас специально не качаюсь с 10-го, не активирую шлем. Хочу наролить троллей себе, потому что там будут сильно маленькие шансы потом на серые фигуры. Ну да, но, как говорится, бог рандома любит удивить, и тебе такого накидает. Вполне может быть, да. Хоть у тебя там будет 12-й, хоть 13-й, вообще плевать им. Ну да. Бог рандома это любитель. Помню, до сих пор помню игру, где я взял ранний 12 уровень. Это еще до патча, когда там стабильно на 11 уровне у тебя сколько там, 8% или 9% шанс на легендарку. Не помню. 9-9. 9. И вот сейчас же 9 на 11 и на 12, а тогда было 7 и 8. Я помню, взял себе такой самый первый 12 уровень. Да, было круто. Не упала ни одна легендарка. Красиво. Горный вождь не купил. Все понятно. Просто провтыкал, что он этот не открыт еще. А импресску не захотел взять, да? Она же тебе помогла бы на такой... Помогла бы, но у меня уже план построен. Там можно немножко затерпеть, если надо будет. ХПшки позволяют. Но все равно немножечко бы усилил. Мог бы одну цветку продать и поставить импресску. Мог, да, вполне. Ну, в принципе, как говорится, ну и ладно. Пока ничего не активируешь, ролишь, хочешь собрать себе 6 троллей. Троллей, да. Ну, блин, на самом деле, где антимаги? Где они? Ну, Ну, смотрите, один какие пул хоть и вкусные. слабый. Просто, Но тогда, кстати, один антимаг приходит и рвет все лицо. ну их нет. Где? Не понимаю. Подкрутил, 100%. Ну, Естественно. кстати, Вот по-моему, тебя против тут так вынесли. хорошо, да. Урона не хватает рыцарей пробивать. Слишком хорошо щиты прокают. Кстати, что скажешь по поводу рыцарей в этом патче? Как тебе? Ну, первые раундов 25-30 посидеть хорошо. Если, допустим, придут... Если получится в 11 уровень выйти и поставить 6 троллей, 6 рыцарей, это будет сильно. Если не придет, ну, как будто бы надо будет перестраиваться во что-то. Угу. Дух пятерка пришел. На самом деле, если никто чистый урон не собирает, то 6 рыцарей довольно-таки неплохо Да, вполне. работают. Кстати, хочу подметить момент, вдруг кто не заметил, ну, может и заметили, то перед тем, как он проиграл раунд, он посмотрел на свою экономику, то есть там, где инкам показывается, то есть сколько ты монет получаешь за серию побед и тому подобное. Вот. И там было написано за серию побед плюс 0. Это он заранее уже... Короче, игра заранее просчитывает. Заранее просчитывает, да, что ты уже проиграл и показывает так. А чё ж ты предметы не перекинул? Не успел. Ну мог успеть, что-то как-то засомневался обмен предметов нажать. Мог успеть, но да, немножко протупил. Ничего, бывает, это норма. Ой, там 9 воинов, Ну, кстати. через гоблинов, 9 воинов, да. Вот кунг-фу, кстати, меня Марси пробила. Да, но я же говорю, уже на такой стадии игры у тебя стол слабый, но из-за того, что у тебя огромные винстрики и все такое, тебе вообще плевать. План собрать себе ДК? Да. Интересно. Через драконов немного еще. Ну, это круто. Как-то так оно и будет сидеть до конца, примерно. Где-то такое я Примерно уже видел. Не знаю, я давно такого не видел. Я, по-моему, на вчерашнем стриме видел это у Марка. Я не видел, так что тут не скажу. А так, в принципе, все влазит в 10 уровень, приятно. Еще 2 чернокнижника. Омник. Умник Но его хорошо, некуда но не сувать. лезет. Да. 11 апнуть вряд ли выйдет. А там же из легендарок аптечек нету, да?
По-моему, не было. Кстати, по-моему, это воин пришел, и ты его... Или это не воин, это вообще... Не, это какие-то этот кунка через драконов. Мгм. Ну, там, кстати, воин собирается. Что думаешь с ним делать, пока не ясно. Пока непонятно. Перчатку 4-го тира найду, если будет сильно больно бить. Маска 5-го тира тебе не Или поможет. не поможет. Или каких-нибудь ведьмаков докинуть вместо кого-нибудь. Если уж сильно плохо будет, поэтому. Но Если ведьмаков перчатка тебе падать не будет. тут тяжело будет вместо кого-то поставить. Только вместо троллей и чернокнижников. Ну да, только в таком смысле. Ну, смотрим дальше. Пока там... Там вот этот чел, который с Марси был, он вылетел. Уже сколько раундов, и он... Ну, ничего не Ну и будет тебе... правильно. Правильно. Да. Хорошо. Но получается, ты останешься только с вот этим вот китайским ником 1 на 1, потому что все остальные не очень сильные. И там еще вот кунка меня напрягает, он может что-то такое собрать. Так, ну, Интересное, что меня будет бить. отомстил, так сказать, за боль и унижение. Да. Блин, ДК тебе так хорошо идет. Не Да, сглазить бы. хорошо. Но предметы у тебя тоже прекрасные, на самом деле, под ДК. Ну, вполне хорошее, да. Вот просто вот эти вот молнии, они могут очень плохо работать Хорошо против дальше. воина. Против воинов, да, но против остальных могут зарешать хорошо. Да. Кстати, что думаешь по поводу скорости атаки, а точнее, чрезмерного его наличия? Ну, смотря под кого. Ну, допустим, у тебя сейчас ДК, у тебя есть Мьёльнир, и вот, допустим, тебе упадет еще Гиперстон. Лишнее или надо докидывать? Если надо будет срочно там искать вот ту же перчатку 4-го тира или что-то такое еще, то можно смело скипать. Но если ничего срочно искать не надо, пусть лежит. Кстати, В хочу принципе, будет подметить, неплохо. у ДК сейчас есть лук, это очень полезная такой артефакт под ДК, потому что он, ну, на самом деле, в большинстве Да, случаев некоторые лучше, чтобы он в углу стоял, чтобы его там не окружили, не не успевают, отпинали. да. Да-да-да. Хорошо. Как же тебе хорошо идет ДК. Да, это точно твоя игра была. Кому душу продал за нее? Саму себе. Ну ладно, не хочешь говорить? Ну и не говори. Но мы-то знаем, что здесь есть что-то нечистое, да? Естественно. Кстати, а если у тебя сейчас на 35-м раунде, если доживет, конечно, лобби, упадет драконий рог? Драконов разбираешь, кого доставишь? Каких-нибудь тех же ведьмаков немножко. Или кого еще можно закинуть-то? Рыцарей, наверное, тогда. А лук Как разбираешь. вариант. Ну Ну, ладно. надо перчатку найти против воинов. Лук придется. На МКБ, конечно, жалко скипать. Да. Там кунка в 3 звезды собрался. Не, ну там если проказник А у второго поставит... там кунка с аганимом. Да, там, ну там уже серьезные противники. Да. Вот если Кунка поставит еще себе 4 богов, то это будет попа-бубо. Понятно. Ой-ой-ой. Вот сейчас он пришел. Ой-ой-ой. Минус ДК. Ты видел, сколько он тебе урона нанес? Видел. Есть Просто столпы. один корабль снес тебе 90% Всё. хп. Это да. Неприятная вещь. Так сказал, взбодрил тебя. Не, ну на самом деле драконий рог тоже полезно будет. Итак, ну вот смотри, Конечно. сейчас у тебя такая ситуация, вроде бы вот мы смотрели, игра была легкая, 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 и тут вот что-то намечается. И там приходит пожилой на 2 хпшках. Еле живой. Пожилой, еле живой, кстати. Да. И бьет тебе лицо. А там тролль 5 еще такой жесткий, Потом с ником 2 звезды. Кунка с 2 неприятный. богами. Аганимом. Ну а 6 рыцарей будет тебе тоже тяжело пробивать. Там еще и антимаг, но на дракона, ну, ДК как бы плевать на него, но там еще и берсерк есть помимо этого. Ай-яй-яй, аж башер прилетел. Не, нормально, нормально, тащишь, 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 хорошо. Или нет? Нет. Не хватило. Не имбовый щит просто. Да. Вообще ни разу не имба.
А теперь, я так понимаю, я тебя сглазил. И ДК тебе. Конечно. Да, все. Пришло 6 ДК, хватит. Кстати, у проказника там Дальше лишнее. 5 винстрик. Воины, да, через кунку хорошо живут. Это, скорее всего, тебе ДК плохо идет из-за того, что там есть рыцари. Что-то у меня есть такое Он, по-моему, подозрение. там ДК не собирает вроде как. 36% на фиолетовую 6% фигуру. не идет, да. А не думала заблокировать какую-либо синергию, чтобы тебе лучше шло? В принципе, можно, но там заблокировать максимум можно или 3, или 4 фигуры всего. Там зам сильно дорого. Как будто бы оно того не стоит. Ну, что ж. Но как идея вполне себе, да, хорошая. Просто я думаю, что раз тебе так хорошо... Ой-ой-ой-ой-ой! Мои глаза, не бейте! А логи боя скрыл. Я хочу посмотреть, сколько там Бэтрайдер нанес. Думаю, Кстати, покажу еще. Или нет. проказник вылетел. И правильно. Мантия, Башар. Кольцо, понял. А не думал в этот Лучше момент мантию взять? Башар А, ну там же взять. антимаг. Точно. Да, там не надо. Забыл. Забыл, простить, пожалуйста. Но ситуация вообще сейчас патовая. Если тебе не падает перчатка 4-го тира, то... Это очень плохо. Но самый плюс в том, что у тебя есть рейд ночных зверей. Очень Да, полезные. это хорошо. И БКБ можешь найти, и драконий рог может упасть, и ты, соответственно, можешь себе тех же самых либо морских, либо ведьмаков докинуть. Это да. О, в этот раз не все хп тебе снес. Но это не помогло. Давай! Души! Грызи Сейчас его! второй корабль летит и все. Ну, хотя бы не минус много. Ну да, на том Прош- спасибо. В прошлый раз тебе Примерно на 3 хп. В прошлый раз, когда тебе корабль прилетел, Было неприятно. зубки тебе Сильно. почистили. Блокиров 2 звезды спустя раундов 10. Ну, примерно, кстати, Или да. что-то около того. После второго. Ну, может, не 10, но раундов 8, думаю, было. Не, да много-много было. Ты, по-моему, до 25-го раунда ты нашел Джакира, 2 штуки. А потом все, да. Потом зачем он тебе третий? И так хорошо. Кстати, вот мы с тобой там подметили некоторый момент по поводу Берсерка, вот это вот внешка. Ты обратил внимание, на какая жесткая у него анимация, тычек? Анимация прикольная, хорошая. Она намного лучше, чем обычная внешка его дефолтная, которая... Он намного... Ну, по моим меркам, то, что он намного быстрее стал кастовать тычки свои. То есть как-то, ну, быстрее реально. Ну, может быть, а может быть нет, кто его знает. Ну, ладно, то такое уже. Но некоторый момент подметьте для себя тоже. Потому Ну что... да, по виду заметно. Ну, может, просто из-за анимации такое. Нам просто, типа, визуальные баги и все дела. О, да! Да, Хо-хо-хо! все-таки пришла. Ну и, кстати, цепочка тоже неплохо тебе пойдет. Хоть Да, обычное все-таки с руки все-таки бьет. На том спасибо. кольцо решил Ой-ой-ой! И я бы череп, конечно, взял. Но бессмертие тоже шикарно. Да, бессмертие хорошо. Я думал, там какая-нибудь еще мания вдруг выпадет или что-то такое Ну да, кстати. полезное была бы. Так, надо ДК. Одно яйцо, 1 ДК. Ну погнали. Давай, у тебя 40 монет. Ну? Хусик, хорошо. Есть. Как В же тебе самом конце фартануло. еле-еле. Просто на последних 5 монетах. Ага. Да. А, кстати, не поверил в маску Пришёл, 5-го тира? спасибо. Так подумал, что бусы есть, маска не сильно лучше будет, учитывая, что ее понерфили. Ну, да. Ну, он, в принципе, просто у тебя стычки бьет, а там у него тычка почти 1000 урона. Ну да. А, ну 640. А 640. что так мало, кстати? А предметов на урон нету, потому что... Маловато. Ну, все равно. Еще одни тебе бусы. Ну, чтобы тебе Чё мало бусы не было. вторые? Ну да. Что же рольнуть? А Ну, что полезное? Ничего не рольнуть. ну да. Ну, 6 кстати, ролей собрал под Хусика. а чё хусь? А, у него берсерка нету. Да, берсерка Ой, а нету. ну дракон тут сильный, кстати. Но у тебя бессмертие есть, ты его должен за бессмертие захавать. Должен, да.
Там один с щитом 5 тира, второй с щитом 5 тира. Ну, кстати, хочу подметить, если бы он поставил себе 6 богов, то он бы тебя, скорее всего, и даже вынес, потому что там бы вечный хекс Скорее всего, да, прилетал, там с щитом, да. там и Но он корабль. решил до талого в 9 войнах сидеть. Такое себе, конечно, решение от него. Ну, ты сейчас его загрызешь, потому что у тебя есть перчатка. По идее, да, должен. А, кстати, а почему на тебя не понял? Ты заметил момент только что? Тебе прилетела Да. цепочка, но... А, ну, типа, я не понял, а почему? А почему не сработало это, как его, Хороший цепочка? вопрос, не знаю. Ну, это игра еще бета-версии, как Dota. Да, да, конечно, естественно. Мифриловый доспех неплохо. Вот теперь точно Интересно, цепочка да. сбросится. Ну, блин, почему цепочка не сработала в предыдущем раунде? А Хекс где, Вот кстати, был? вопрос. Хекс, скорее всего, прилетел в какую-нибудь... Хотя нет, должен в этого лететь-то. В Должен. ДК. Он у тебя самый дорогой персонаж сейчас. Ну да. Да, ладно. А ну-ка еще раз обратить. Ну, сейчас мифриловый доспех, но все равно один контроль должен Да, прилететь. должен. О, целых два Прилетел прилетело. Хекс, прилетел. Не бейте. А, ну все. Всё, Да. да. Не, крутая катка, крутая катка. Очень крутая катка. Мне Хорошая, да. понравилось. Не, ну, если... А вот давай сразу вот сейчас посмотрим предметы. Предметы отличные, но вот на Дакунке было все-таки 6 богов ставить, у него шансов было бы намного Дальше больше. богов, да, было бы тяжко. Пришлось бы там разбирать каких-нибудь морских, ставить каких-нибудь... Ой, разбирать троллей, ставить морских, что-то такое пришлось бы делать, придумывать. Кстати, сейчас я немножко... тут уже все, заканчивается видос. Да. Я сейчас верну на фигуры, чтобы было показано, чтобы было удобнее. Вот. Вот скажи, у тебя был идеальный старт. Вот если бы не было такого идеального старта, смог бы реализовать ДК или не смог? Очень вряд ли. Но в теории это все возможно, но вряд ли бы получилось, я думаю. Вот какого ты ДК видишь идеального? Вот именно по А, предметам. Вот у тебя он в 3 звезды, по окей, предметам. по предметам. Что ты видишь идеального в нем, вот чтобы прям А, всех аннигилировать? перчатка 4 тира, маска 5 тира, Мьёльнир, еще какой-нибудь... Ну, дальше там бессмертие, мания и этот рапира. Вот. БКБ Но это не сильно хочешь брать? дорого-богато. Кстати, можно тоже куда-нибудь засунуть вместо мании, в принципе, да, можно БКБшку засунуть. Вот просто зрители часто пишут о том, что, типа, в конце бы разобрать, как лучше, какая вариация предметов бы подходила. Вот я хочу вот вместе сейчас в топ-не разобрать вот эту вот вариацию предметов. Короче, как мы поняли, на ДК идеальный предмет зайдет Мьёльнир. Мьёльнир, конечно, ну, ситуативно, но в целом это отличный предмет, потому что он отдает тебе Да, скорость и атаки. скорость атаки разгоняет, молнии там что-то еще дополнительно дамажит немного. И хочу подметить, с перчатка 4 тира это весь чистый урон. То есть это Да. никак не эвейдится, это никак не срезается. То есть это отличный предмет. А, Лучше не Поэтому придумаешь. перчатка 4 тира обязательно. Потому что не только ну, будет у вас предмет чистым уроном бить, а еще там же у ДК 3 уровня есть выжигание. Оно магическое, зависит от максимального ХП противника, но оно будет чистым уроном бить. Это сильно, это очень много. Да, это очень сильно. Там люди на глазах сгорают. Ну, вот по поводу БКБ тоже. Не всегда оно надо, потому что... Да, особенно если есть какое-нибудь вот тоже бессмертие, тут как бы можно бессмертия одного, по идее, должно хватать на все про все. Ну, тоже, Но кстати, не всегда. Но не всегда. Да, да. И тоже момент такой, если есть у противника башер 4 тира, и он к вам успел подойти, то только один мифриловый доспех вас может защитить. Больше ничего, к сожалению. Мифриловый доспех, он иногда, но блочит башер. Это единственный предмет, который в действительности может защитить, ну, кроме щита 5 тира. Но по закону подлости щит 5 тира будет не работать в этот момент. Естественно. Есть еще, конечно, доспех экзорцизма. Я, кстати, не знаю, по-моему, не скидывает. Даже в текущем патче он, по-моему, не скидывает. По идее, должен. Это все-таки
Должен, но это самый мусорный предмет 4-го тира. Я до сих пор это считаю, потому что я вот взял его в прошлый раз. Doom он скинул. Но если Doom висит на тебе, идешь ты лесом, молодой, понял? То есть, ну, он не работает. Не работает. Ты чё? Я не знаю, как разработчики это сделали, но самый бесполезный предмет 4-го тира. Если тебе прилетает контроль именно в твоего персонажа, у тебя меньше 50%, то можешь гвоздь забивать в крышку гроба, потому что тебе все, тебе торба. Это такой бред, зачем они так сделали? Раньше был идеальный предмет. Он давал целых 3 секунды раз в какое-то время срабатывания, полностью неуязвимость к любому контролю. Это вообще был классный Ну, предмет. хорошо, да. Сейчас Не, это... ну да, даже если вот сейчас вот как в таком виде, в котором он есть, ему просто сделать, чтобы он нормально активировался, это будет хороший предмет. Да, ну пусть он активируется, когда тебя контролят. Ну зачем он тогда тебе нужен? Да. Накидывается контроль, у тебя идет хилка и мана. Это хорошо. И плюс снятие дебафов. Ну вот, кстати, под 6 богами прикольно работает предмет на самом-то деле. Я его попробовал, но кривовато все Интересно. равно. Кривовато, но вполне неплохо, да. Так, ну, не будем, скажем так, концовку сильно растягивать. В принципе, обговорили, какие предметы лучше всего к нему подойдут. Хочу вот подвести итог. Что ты скажешь в целом по поводу нашей с тобой коллаборации? Как тебе она прошла? Интересно. Интересно. Хорошо. Есть что сказать зрителям? Играйте, кайфуйте и почаще ставьте все фигуры в кучу. Да, и тут должна его статистика 4,5 средний рейтинг, 4. Нет, а там, кстати, на удивление 3,9 сейчас идет. Ну, вы поняли. Пока Играйте, что. кайфуйте, Пока что. наслаждайтесь игрой. Да-да. Вот, ну, в принципе, у меня тоже нечего добавить по поводу этой игры. Игра почти по учебнику была, грубо говоря. Если бы еще немного лучше повезло по предметам, то, я думаю, игра была бы еще ярче и еще быстрее бы закончилась. Но на самом деле, в моментике ты, ну, немножечко, скажем так, ну, булочки сжал свои, да, вот, когда тебя начали бить. Было дело, когда Кунка кораблем все лицо снес. Да, там были такие моменты, что вот на самом деле это самые обидные игры, когда ты вот вроде у тебя все идеально, все прекрасно, ну по предметам не идет, но ты тащишь, тащишь, тащишь. Ну приходит к тебе кунка 3 звезд, ты просто такой свять, свять, Бабах. свять. Вообще еще классно, когда тебе или идут хорошо фигуры, но не идут предметы, или наоборот. А Предметы иногда все классно, а фигур вместе. нету. А иногда, когда тебе ничего не идет, еще Да. лучше. Ну, в общем, будем заканчивать. Ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться, поставить лайк под этим роликом. И что в целом думаете по поводу этого комментирования, то тоже пишем в комментарии, не стесняемся. Напомню, у моего канала есть телеграм-канал, он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Так, топ-1, спасибо тебе за то, что ты поучаствовал со мной в такой коллаборации. Было очень прикольно, мне тоже Да, понравилось. пожалуйста. Вот, спасибо тебе и пока-пока. Всем пока-пока. Все, всем спасибо за просмотр и удачи.